Не волнуйтесь, друзья, с рукой у меня все в порядке. Это лишь повод рассказать вам одну историю, которая произошла со мной достаточно давно. Множество событий в нашей жизни происходит не просто так. Многие из них опасны, многие нет, многие рутинны, многие доставляют неприятности. Но в любом случае нужно быть готовым всегда встретить ситуацию достойно, а может быть даже извлечь из нее и определенную выгоду. Когда-то давно я отдыхал в пионерском лагере. Я заболел, попал в изолятор и, в общем, переживал свою болезнь. На первом этаже этого изолятора, за забором изолятора, находилась дыра, через которую лагерные ребята выходили на улицу, в село, так сказать, в магазин бегали. Но также и местные пацаны залезали через эту дыру в лагерь, чтобы показать, кто, как говорится, в доме хозяин. В общем, в один день я дремал и услышал характерные звуки, свидетельствующие о том, что, в общем, около этой дыры опять началась драка. Я схватил рубашку, напяливая ее на ходу, кое-как выпрыгнул в окно первого этажа изолятора и помчался к месту разборок, так сказать, поддержать своих. Но когда я прибежал, к сожалению, битва была короткая. На поле брани лежали соотечественники, ребята из лагеря. Они были побиты, над ними стояла группа сельских местных жителей, которые, в общем, чувствовали себя победителями. Я заскочил именно в тот момент, когда, в общем, последний наш лег. Я разъяренный, бешеный, врываюсь туда и оказываюсь, в общем, один на один против достаточно крупной толпы ребят. Их, наверное, было человек 7. Чтобы вы могли справиться с 2, 3 или 4 противниками, нужно обязательно быть в хорошей физической форме. Хотя бы производить впечатление сильного и здорового мужчины, парня, девушки, неважно, кто меня смотрит. В любом случае, поддерживайте себя в здоровом теле. Для этого не нужно сложных упражнений, делайте простые, но регулярно. Чем я сейчас и займусь. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the Стоял такой рослый парень. Мне кажется, что он был значительно старше нас. Мне было лет, наверное, 12. А ему, я думаю, лет 16. Но могу ошибаться. Но выглядел он как здоровый такой мужик. Я, конечно, опешил, но делать было нечего, и, в общем, я пытался агрессивной формой на них пойти. Но когда я совершил, в общем-то, собственно говоря, сделал первый шаг свой такой, да, проявляя агрессию, этот вдруг парень, их будем называть его так, главарь, посмотрел на меня и сказал: а ты куда однорукий лезешь? Я очень, в общем, так удивился, даже как-то был сбит с панталыку, что-то там проблеял и как бы, да, начал осматривать себя и понял, что когда я бежал из изолятора, да, сюда одеваясь на ходу, я одну руку засунул в рубашку, а вторую не засунул. И получилось таким образом, что она как бы скрывает меня, вторую руку, и одна в рубашке, а вторая под ней, знаете, как вяжет повязку, крепят на груди, вот типа примерно как вот в такое положение. В общем, она под рубашкой, ее не видно. Я не ожидал, как себя вести в данной ситуации, что делать, как быть, но в итоге, в общем, я воспользовался этой ситуацией, избежал избиения, притворившись немощным на данный момент, да, то, что у меня сломана рука. Ну и продолжал поддерживать этот образ, я не стал отнекиваться, да, потому что явно я получил бы в табло за свои выходки, да, за свою агрессию, а так мне удалось каким-то образом нивелировать эту свою опасность, притворившись немощным и таким странноватым.
И более того, дальше начиналось самое такое интересное. Их вожак вытащил из кармана монеты, тогда это, ну, в общем, копейки, на самом деле там было 5, 10, 15, 20 копеек, вот такая кучка. Он мне протянул, скажи, на, купи себе как бы мороженого и иди отсюда, что-то тебе надо залечивать, мол, руку твою. Я был настолько растерян, что я что-то проблеял и взял 5 копеек, когда на руке лежало и 15, и 20, а по тем временам, в общем, ну, хорошие деньги, можно было, там мороженое 7 копеек, помню, стоило. И, собственно говоря, я взял этот пятак, они все на меня так посмотрели и реально надо мной смеялись. Говорят, так ты еще и дурачок, он тебе дает, смотри, там 20 копеек, 30, там большие цифры, а ты взял монету просто самую большую по диаметру. Действительно, 5-копеечная монета самая большая. Вот, но понятно, что по номиналу она уступает 20-копеечной там, в 4 раза. Вот, то есть они сказали, ну точно, он еще и дурачок, отпустите его. Почему я взял пятак, я не могу вам сказать, но интересно дальше, как я развивал эту историю. Ну, на этом все и закончилось. Они поржали, закрепилось за мной звание дурачок. Причем, когда мы уже ушли, да, все вместе поднялись, там залезали раны бойцовские, кому досталось. Они стали меня называть Серега дурачок, именно по той причине, что меня так зацепили. Но самое интересное все равно было потом. Дело в том, что эти ребята продолжали приходить в лагерь. И им почему-то несказанно нравилось использовать, смотреть, какой я дурачок. Они постоянно давали мне вот эти монеты и смотрели, какую я выберу. Постоянно. Там иногда доходило до 2 раз в день. Мне ничего не надо было делать, мне не надо было ничего изображать. Они просто подходили, раскрывали руку, там лежали эти копейки, я брал самую большую вот по диаметру монету. Я знаю, почему я это брал. Я не изображал из-за того, что я дурачок. На следующий раз я четко смекнул свои действия. После того, как они первый раз на поле битвы проверили, насколько мои умственные способности заторможены. Второй раз они мне дали, тогда я взял пятак именно по простой причине, чтобы поддержать образ. Но когда я понял, что они будут приходить ко мне на регулярной основе, я умышленно брал 5-копеечную монету. Мои ребята из отряда спрашивали, они тебе дают 20 копеек, возьми 20 копеек, это же в 4 раза больше, возьми. Я не рассказывал им секрет, почему я продолжаю брать по 5 копеек. И они реально стали думать, что я немножко дурачок. А вам этот секрет я открою. Дело в том, что когда ко мне пришли уже в очередной раз, я понял, что до конца смены они будут приходить, развлекаться таким образом, я понял, что я буду на этом зарабатывать. Я буду брать 5 копеек по простой причине, что как только я возьму 20 копеек или там любую монету другим номиналом, который бы взял любой обычный человек, да, эта феерия прекратится. В итоге я каждый раз брал именно пятак, самый большой, и они все ржали, мне объясняли, смотри, ты же можешь купить на 20 копеек больше, чем на 5. Я кивал головой и брал пятак. И они на следующий день опять приходили, давали мне эти монетки, показывали мне, как можно много купить на 20 копеек и как мало на 5. И я все равно брал пятак, потому что он большой. И так я их на этом крючке продержал всю смену. Они приносили ко мне по несколько раз в день эти монетки, и я, забирая у них по 5 копеек, собрал для себя баснословную сумму, какую-то космическую, я такую в то время не видел, это было рубля 3, наверное. Представляете? Вот такая бизнес-история. Рекомендую вам ею пользоваться и в жизни. Она очень помогает. Увидимся в следующем видео.